стране произошла целая череда нападений бродячих собак на людей. Ну а 16 апреля в Оренбурге бродячие псы вовсе насмерть загрызли 8-летнего ребенка. Бойцовские породы сегодня разводятся кем угодно, без всякой лицензии. Есть случаи, когда разводят, бросают, уезжают, собаки сбиваются в стаи. Виноват человек. Не построили приюты, не заключили необходимые контракты на отлов. Закон прямо запрещает агрессивных собак, которые могут напасть, выпускать из приютов. Им должно быть обеспечено дожитие, их нужно в приютах содержать. Привет, Пальма, привет. Собака... О, привет. Доброе утро. Здрасте. Ну что, как дела? Как дела? А эта девочка меня хорошо знает, но боится подходить. Все, прыгать не надо, прыгать не надо, ты знаешь, не надо, у меня чистая одежда. Здрасте, мордасте, доброе утро. Ой. Как спалось-то, мадам? Как у вас там дела-то? Как у вас вообще все? Вы как курица какая-то. Разлеглись тут, курица табака, да? И лежите тут, все вот это ваше тело, все вот это сонное вот это. Что это вообще, не понимаю. Что это за безобразие вот это? Что это такое? 9 утра она спит. Вы что, обалдели, что ли? Что это за безобразие, я не понимаю. Что это? Это какое-то вообще-то... Что такое? А зарядку кто будет делать, а? Что вообще непонятно. Что за такие дела? Давай в туалет хоть. Друзья, всем привет, с вами Дан Запашный. Кто недавно на этом канале и не знает, чем я занимаюсь, друзья, дрессурой практически всю свою жизнь. В последнее время, последние лет 15 я работал с шимпанзе в цирке, члены моей семьи тоже работают с разными животными. Бабушка, мама моя проработала со львами, с тиграми, с пантерами, леопардами, рысями, пумами. Я надеюсь, никого не забыл. В цирке много экзотических животных, разных домашних животных, так что для меня это привычная среда обитания. Я постараюсь записать это видео одним дублем, постараюсь его не затягивать. Есть тема, которая меня очень сильно беспокоит, друзья, и последние неделю-полторы, наверное, где-то так, беспокоит оренбуржцев. Потому что я в Оренбурге нахожусь, и здесь большая трагедия случилась. Погиб мальчик 8 лет от нападения бездомных собак. Вот по последней информации даже есть сведения о том, что собака была с ошейником, и на ошейнике была цепь. Вот. И вы знаете, многие люди подписывают петиции для того, чтобы отменить 498 закон об ответственном обращении с животными и практически устроить самосуд, чтобы можно было сократить популяцию бездомных животных разными методами. Я полагаю, что это эвтаназия, может быть отстрел или еще что-то. И меня это очень сильно беспокоит, потому что далеко не все бездомные собаки, они агрессивны. Я в своих роликах на ютубе и также в телеграм-канале, куда я вас приглашаю подписаться, Дан Запашный лайв, ссылка в описании, я много раз показывал то, что здесь действительно большое количество в Оренбурге бездомных собак, но по большой части они абсолютно безобидные, я бы сказал, даже дружелюбные. Они часто со мной там гуляют, я люблю пройтись пешком, вот, и у меня здесь завелись вот такие знакомства. Друзья, меня беспокоит тот факт, что люди не задают себе вопрос, а каким образом, собственно, собаки эти появились на улицах наших городов, во дворах и так далее. Как они там появились? Они же не сами туда попали. Многие люди безответственно, просто покупая каких-то животных, потом их выбрасывают. Эти животные остаются на улице, они размножаются, сбиваются в стаи, потому что им так легче выжить, им так легче добыть еду. Почему агрессия появляется? Потому что, друзья, среда обитания такая. То есть вот многие говорят о том, что вот генетика есть, безусловно, есть генетика, но я вам скажу то, что большую часть, это учеными доказано, большее влияние, наверное, правильно так сказать, на поведение животного и человека имеет именно среда его окружения. Если вас будут постоянно пинать, бить, прогонять и так далее, вы вынуждены будете отбиваться и становиться злее, злее, злее.
Я часто наблюдал такие моменты, когда дети бросают палки, бросают камни в собак, которые абсолютно не проявляют никакой агрессии, даже интереса особо. А в большей части, знаете, бывает так, что собаку, даже которую пытаешься, там, допустим, подкормить, например, потому что, ну, для меня, вот, честно говоря, очень больно смотреть, когда страдает животное, оно не может себе найти еду, его там гнобят и так далее. И есть собаки просто банально, которые боятся даже взять с рук еду какую-либо, даже там вкусную колбасу. И это уже о чем-то мне говорит. Я считаю, решение данной проблемы кроется в том, что нужно обязательно создавать в государстве вот именно такие контролируемые, желательно государственные приюты, где будут специалисты разные, ветеринары в том числе. И если в целом человек покупает себе какое-либо животное, обязательно должен быть учет. Если это серьезная порода собаки, какая-нибудь бойцовская собака или, например, охранная собака типа алабая, кавказской овчарки. Кстати, такие собаки тоже частенько вот здесь вот в Оренбурге гуляют без надзора. То есть я думаю, что они тоже выброшенные, скорее всего. Люди некоторые, я вам тоже хотел бы заметить, просто на самовыгул отпускают собак, это в частных районах происходит, и они без надзора вот так вот просто гуляют. Те, кто мимо проходят, могут тоже бояться, а эти собаки, условно говоря, собаки в целом, они особо не кочуют, они защищают там свои территории, если они куда-то прибьются, и они просто могут охранять ту территорию, где, собственно, прохожие, вот эти вот люди могут находиться в этот момент. И вот бывают какие-то моменты, когда и нападения случаются, бывают моменты, когда весенние периоды, скажем так, когда у собак там интересы несколько иного характера, и особенно когда суки рожают, они охраняют своих щенков. Это абсолютно нормальное явление, материнский инстинкт. Вот в этих приютах обязательно должны работать специалисты, которые будут заниматься контролем, собственно, животных. Если животное пропало, у всех собак, кошек обязательно должны быть встроены чипы. Это абсолютно нормальная практика. В этих чипах есть информация о хозяине. То есть, если вдруг собака или кошка потерялась, специалист может приехать, просканировать, это там 5 секунд делается, и узнать данные владельца животного. Позвонить, выяснить причину, почему, собственно, животное пропало, пропало ли оно, или его выбросили, и уже, соответственно, как бы там вводить какие-то решения. Я считаю, что если люди выбрасывают животных, они должны ну, как-то наказываться, должны быть штрафы, то есть люди должны понимать степень ответственности, когда они берут животное и, собственно, его выращивают, потом, чтобы не было несчастных судеб, потому что вот мы видим, знаете, у нас какая-то такая интересная, не знаю, позиция, можно ли это назвать, но вот явлением можно назвать то, что пока вот не случится что-то страшное, мы не двигаемся. Мы видим этих собак, мы отпускаем своих детей в школу, например, хотя знаем, что по маршруту, по пути к школе есть, например, там стая собак, как я уже сказал, они обычно находятся в одном месте, они могут или во дворе быть, или могут быть где-то там в каком-то месте на улице и так далее, и в итоге вот случается то, что случается. И почему-то родители, когда только вот произойдет вот такое несчастье, начинают потом вот подписывать петиции, агитировать за убийство собак, за убийство животных, многие из которых абсолютно непричастны и абсолютно безобидны, и мне очень не хотелось бы, чтобы эти животные пострадали. В этих приютах, о которых я говорю, обязательно должны быть условия. Условия в плане того, что животных, которые являются бездомными, должны стерилизовать. Этих животных обязательно должны вакцинировать, если они нормальные, но я думаю, их нужно оставить на дожитие, а если какие-то агрессивные собаки, ну, скорее всего, нужно устроить им достойные условия, чтобы они находились в этом приюте на постоянной основе. Ведь не просто так Винсент Экзюпери говорил: мы в ответе за тех, кого приручили друзья. И я считаю, что вся ответственность за происходящее, конечно же, лежит на людях. Вот. Мне не хотелось бы, чтобы дети видели какие-то вот такие вещи, когда собаки, которых начинают травить после вот происшедшего, агрессия действительно очень сейчас вот прямо ощущается, друзья. Многие люди прямо проявляют негативные действия в отношении собак. Не буду говорить какие, я не раз уже это видел, вот, особенно вот последние там, дней, наверное, 10.
Ну вот, после вот этой трагедии, которая произошла, хочу, кстати, выразить соболезнования людям, которые сами пострадали или пострадали их дети, и тем более вот когда такие трагедии происходят. Я думаю, просто сложно объяснить. Вот то, что я сейчас говорю, очень сложно объяснить тем, кто пострадал, потому что я думаю, что кроме мести и злости эти люди сейчас ничего не испытывают. И это очень печально, друзья. Так что я не хотел бы, чтобы дети наши видели, как бьются в конвульсиях отравленные собаки, кошки, как их отстреливают, там, ну, потому что агрессия всегда порождает агрессию. Я считаю, что наоборот нужно создавать такие условия, если государство не обеспечивает всем необходимым, каким-то образом те средства, которые выделяются, не доходят до нужного, скажем, места, и итог мы видим то, что происходит сейчас на улицах, огромное количество бездомных животных, которые еще и размножаются, то есть, ну, нужно, значит, своими силами как-то стараться сделать так, чтобы эти животные не страдали, чтобы они не были агрессивные, может быть, создать им какие-то местные там не приюты, друзья, но взять вот под контроль, может быть, какие-то будки им сделать и так далее, и, соответственно, продвигать закон, не закон, а даже действия со стороны чиновников, чтобы все-таки были сделаны приюты. Если собаки сытые и если к ним нормальное отношение, вот, то, как правило, они не ведут себя агрессивно. Хотя, ну, опять же, бывают моменты, когда сами по себе собаки уже обозленные, и в любом случае должны быть приюты, должны быть государственные учреждения, где все это будет под контролем. У бездомных собак должны быть чипы, у животных, которых мы покупаем, о которых заботимся, тоже должны быть чипы. Людям, которые безответственно относятся к животным, выбрасывают их и так далее, там как-то, в общем, ведут себя неадекватно, должны быть приняты к этим людям какие-то штрафы, там, какие-то наказания и так далее, такие строгие, чтобы такого больше не повторялось. Животные, еще раз повторяюсь, вот эти на улицах появились не просто так. Они размножаются тоже не просто так, потому что не работает чиновничий аппарат, то есть, я думаю, администрация городов, в которых вот вы находитесь, если у вас есть такие же проблемы, должны вовремя реагировать, должны быть обязательно такие учреждения, в которых все будет максимально гуманно и человечно. И еще я хотел бы добавить то, что у людей, у которых есть маленькие дети, и где в семьях есть маленькие какие-то животные, собачки, там, кошки, ну, в принципе, в целом домашние животные, дети вырастают более человечными. У людей, у этих маленьких, которые растут с животными, есть чувство ответственности, заботы, доброты, любви. Эти люди вырастают, ну, мне кажется, более полноценными. Они не закрывают глаза на боль других, есть чувство сострадания, эмпатии. Очень много эгоизма в последнее время и негатива. Друзья, я всем желаю добра, я надеюсь, что вы напишите обязательно комментарии, то, что вы думаете о том, что я сказал, прав ли я или нет. Может быть, я что-то не добавил, потому что записываю видео одним дублем. Может быть, вы что-то хотите добавить. Я с удовольствием почитаю ваши комментарии с вашими мнениями, то, что вы думаете о том, как, может быть, решить лучше вот данную проблему. Друзья, всем мира и до скорых встреч в следующих роликах. И также не забывайте про мою страницу в Boosty, друзья, кто желает поддержать этот канал. И на тот случай, если вдруг будет закрыть доступ YouTube в России, мы с вами не потеряемся. Подписывайтесь обязательно, ссылка в описании. Всем удачи, пока.